Чеченцы просто в бешенстве от этой истории. Как-то дали интервью перед тем, как выступил, кто-то помнит, может быть, кадры, Саид Джумаев такой. По-моему, если я не путаю его имя, он с полицейскими начал драться, его искали, прямо демонстративно, потом ему давали срок из-за того, что вот он напал на полицейских. Но мне запомнилось интервью, когда вот эти мальчишки из Чечни, выходцы, они рассказывали о том, что у них были серьезные амбиции, и политические, и там какие-то социальные, своего роста, карьеры, ну так, карьеризм у них присутствовал, они этого не скрывали. Они пробовали попадать в те или иные объединения, наши там, еще какие-то, знаете, вот эти молодежные группы. И очень быстро, так как они не туповатые, они очень быстро поняли, что там никаких перспектив нет. Что это клоунада, все места уже давно заняты. Случай этот не первый, и очень часто люди сталкиваются, что, работая на систему, они думают, что они сделают карьеру, если будут, ну, что называется, да, полировать мягкие места своего начальства. На самом деле, давайте ознакомимся с ситуацией, которая на сегодняшний день из себя представляет то, чем она и должна была стать, и будет она этим становиться, и всегда так становилась. Золотые дети. Посвятим немножко внимания мажорам, которые сегодня уже совсем даже не мажоры. Ну, совершенно очевидно. Причем я так устал уже об этом говорить, я столько раз говорил, каждый раз, когда кто-то кому-то пытается подыгрывать, что забудьте вы про карьеру, пока работает захват, скажем так, тех или иных должностей, пока работает покровительство, какая-то клановость, дай бог здоровья, Северному Кавказу, кстати говоря, откуда это все и дует очень сильно и очень давно. Никто никакие места не займет, никакую карьеру вы не сделаете. Человек садится на кресло, сидит там всю жизнь, потом его сменяет его родственник, брат, сват и так далее. И это сегодняшняя данность. Но тем не менее, давайте разберемся пару имен, для того, чтобы было понятно, как это работает. За последние 2 года произошел финальный этап так называемого транзита, транзит власти по-современному. Это те самые дети чиновников, которые были просто мажорами, что немало раздражало. Ну, теперь посмотрим, будет ли это раздражать, когда они больше не мажоры. Теперь они официально стали хозяевами ресурсов. Имена и посты, парочку для примера. Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза, стал вице-премьером. Борис Ковальчук, сын друга президента, перешел в контрольное управление президента. Они еще и плодятся там, они там друг с другом же активно сотрудничают. Поэтому это бесконечный процесс. Сергей Иванов, младший, сын экс-главы администрации, руководил Алроса. Ну и кому это выгодно? То есть перечислять ты можешь просто любую фамилию бери, как говорится, не ошибешься. Кому это выгодно? Естественно, действующие верхушки. Кстати говоря, здесь, мне кажется, довольно полезным будет оценить ситуацию, когда сейчас такая мода пошла, лоялисты получают бизнес, да, то есть явное, как это правильно такое слово, используйте, чтобы было совсем понятно. Отжимают бизнес у одних, деприватизация такая происходит, при том, что на фоне того, что как-то Путин высказывался, что пересмотра нельзя делать, да, помните, о приватизации он высказывался, что не надо никаких пересмотров, вот, ну, просто пусть работают то, что работают, те или иные производства, и вдруг явно идет уничтожение, отъем этих самых активов и собственности, мне кажется, это происходит, и их передают каким-то другим, более лояльным лоялистам. Так деприватизация или не деприватизация, на самом деле просто, конечно же, такой, ну не знаю, как его назвать, второй, третий эшелон тех самых лояльных, тех самых элит, которые вокруг, которые получают деньги. Я вообще считаю, что есть люди, которые увлечены властью, это самая верхушка, и есть те, кто ради денег, как липучки, паразитирующие организмы, те со своей лояльностью зарабатывают право получать деньги. Но на них лежит ответственность и для того, чтобы уничтожать инакомыслие. Вот это очень важный момент. Мне очень не нравится, когда, например, Путина, ну, как пример, раз уж говорим о России, обвиняют в том, что он убил того, убил этого, убил Навального. Ну, доказывайте, если докажете, что это. Хотя я знаю эту систему, я ее ковыряю постоянно. Ну, мне кажется, это не самый достоверный вариант. Самый достоверный вариант – грамотно построена верхушка власти. То есть ты во главе, тебе нравится власть, ты этим занимаешься, тебе вообще деньги нужны. Меня поражает, что у Путина, например, все время ищет деньги. И если где-то найдут рядом, там, у Уралдугина, это карман Путина. И уже какое-то такое понятие появилось, там, кошелек Путина. Я уже 1000 раз говорил, я тоже хочу быть кошельком, хоть Путина, хоть Байдена, хоть Трамп, мне вообще плевать. Дайте мне пару миллиардов, я сяду на острове, выключу телефон и буду вечно вашим кошельком, попробуйте проехать со своими деньгами, я там по периметру и пулеметы поставлю, на всякий случай. Ну, чтобы как бы охранять ваши деньги от вас тоже для надежности. Я просто не верю в эти выражения, или давайте мне рассказывайте, на каком они крючке сидят, чтобы ты им отдал свои деньги, они такие их охраняют. Да нахрен ты им сдался? Они хорошо гуляют, между прочим, это тоже за ним находит. Я к чему веду? Потому что есть люди, которые любят власть. Дай бог им здоровья, таких немало.
А есть те, которые любят деньги, дай бог им здоровья, а таких немало. Так вот, все, скажем так, да, репрессивные инструменты, они скорее все-таки в руках именно у тех, у кого деньги. Тот, кто любит власть, он, ну, если грамотно построить, то он вокруг себя построит тех, кому берите, вот сколько хотите берите, а мне ничего не надо, мне и деньги не нужны, у меня и так все есть, у меня все за ваш счет, у меня вся ваша страна и даже соседние страны, потому что там тоже много продажных мордуленций. А вот денег им дать, ну это вы давайте какими-то, ну условно говоря, Дерипас с какой-нибудь Эдидом в Германию сплавай на яхте с какой-нибудь рыбкой, девочкой по вызову. Ну, только так, чтобы она глухая была, да, чтобы она потом книги не писала об этом. И решай вопросы, и все. И все, зачем тебе деньги? Ты проживешь всю свою жизнь, у тебя просто все есть. А деньги зачем? Мороженое купить? Одолжит тот, кто рядом стоит, и это все из фактов, да, все это нам публиковалось. Вот почему мой призыв всегда, друзья, разбираться конкретные дела и конкретные участники, потому что тем, кто вот эти самые вокруг, ближайшее окружение, им очень выгодно все сваливать на Путина, ну кто бы ни был бы там не Путин или кто-то другой. Почему? Одновременно им и выгода получать что-то и хвалить, и в то же время тихонечко, нативно и ругать. Он сказал, он сделал, он убил, все там, ну если про Навального даже вот как, да, очень любят туда сбрасывать. Вместо того, что давайте разберемся, потому что назвать бы настоящие имена, тогда уже и следующее убийство не произойдет. Будут бояться, если будут те настоящие расследователи, которые будут вещи называть своими именами. Там, если вы взяли Ралдугина, то так крутите его до конца. Не, Ралдугина бросили, это деньги там того-то. У меня все время есть ощущение, что, ну, значит, с вами поделились, если вы тут же меняете прицел. Вот. А самое главное, что вы таким образом выводите из-под прицела справедливости тех, кого, может быть, и имел бы смысл поковырять. Но это, опять же, мое мнение, скажем так, идея, вот, то, что так это построено, не первый раз, вполне себе логично. Еще раз, вот эти лоялисты, которые уничтожают тех, кто раньше что-то приватизировал, сейчас. Ну, просто те постарели, оскудели, надоели, зажрались. Их просто меняют, и, по сути, не то, чтобы им кто-то дал приказ это отжать или еще, потому что они лояльнее. Да они моложе, злее, и в них видно, что они просто те наелись, эти еще не наелись. А это та среда, когда хорошо, что не наелись. Как люди вот говорят, что давайте не будем менять какую-то власть. Почему? Потому что это уже наелось, не будет нам надоедать. Но та самая власть, если вниз смотришь, да, ты смотришь вверх, ой, давайте не будем менять. Но когда ты сверху вниз смотришь на какого-то сотрудника, вот тогда лучше поменять. Наевшийся неинтересный, наевшийся плохо работает. Когда ты снизу, ой, да оставьте наевшегося, он меньше грабит. Это вам так выгодно. А сверху все выглядит по-другому. Наевшийся не нужен. Он завтра еще и к народу начнет по-нормальному относиться, потому что он наелся, он больше не ненавидит никого. Да, как говорят, что боксер должен быть злым и голодным немножко. Охрана должна быть, вот эта обжирающаяся, она голодная должна быть. А зачем нужен это самое, зубастик какой-то, лангольер, если он сытый? Он всегда не будет жрать оппозицию. Так что идейка, по-моему, вполне себе любопытная. Ну, это моя идейка отчасти, ну, хотя, мне кажется, очевидная. Тем не менее, почему это выгодно власти, и они понимают, что власть – это единственный способ сохранить капиталы. Если кресло займет чужой, то все отберут. Ну, то есть сохранение, конечно же, главного сакрального. Для людей полная деградация управления, наверх идут неумные, а свои, это ведет к системным ошибкам в экономике, ну это по поводу, да, детишек, но опять же, по поводу экономики у меня свой взгляд, я так вот собираю, ну скажем так, более, как это очевидно выглядит, как это звучит, за которых платят люди, налоги, инфляции, ну то, что вот приходят детишки, да, сменяют детишек, ну их тоже вычистят, если они зажрутся сильно. Детишки, это скорее, может быть, самые, да, вот, опять же, надо не путать. Есть второй эшелон, есть первый эшелон. Первый эшелон, конечно же, он будет меняться только на своих, там только семьи, там только кланы. А вот эти кошельки, их можно менять. Ну, они тоже будут своих детишек, потому что система, она всегда дублирует, вплоть до самых мелких банд. Хочешь понять, как работает система, загляни в тюрьму. Там ты сразу поймешь, какие отношения, какие ценности, какие формы отношений, какие права, где рамки допустимы в плане применения насилия, там, ну и так далее. Поэтому это всегда будет дублироваться. Здесь только вопрос, какого эшелона. Опять же, да, детишки есть самый верхний, есть пониже, но сама система, она работает по тому самому принципу старому, такого малосеменничества, которое еще, я бы вообще предположил, что это еще было изобретено вольными каменщиками, так бы я тоже предположил, такие малые мобильные группы. Но это уже отдельный разговор, сейчас этому не будем уделять внимания. Так что, не знаю, пишите со своей стороны, может быть, я в чем-то не прав, может быть, вы на это смотрите по-другому. Для меня вот эта система совершенно очевидна. Я больше того, я ее даже плохой не считаю. Просто вот она так устроена. Если хотите с ней сражаться, кто-то хочет с ней сражаться, то сражаться с ней можно только ее же методами. Какими именно, ну, Пиночет как-то показал.
Почему Пиночет победил подобную систему? Пиночет это Чили. Он коммунистов уничтожал, я так, на всякий случай. Ну, может, некоторые обижаются, но давайте, может, будем называть это не коммунистами, а некой такой системой. Вот, как он победил? Втерся в доверие и ударил изнутри, иначе не победишь, там только изнутри, там это очень грамотно построена пирамида влияния с глазом в центре. Так что, друзья мои, берегите себя, будьте осторожны, мир большой, как говорится, пока еще места какие-то окраины найти можно, как в трассе, как это фильм, трасса 60, по-моему, да, люди границ, да, ну, пока еще какие-то границы есть, я все-таки поспорил бы с фильмом, ну, их все меньше и меньше, то есть где-то спрятаться, жить честно, получать свои деньги, ну, хотя бы примерно, все-таки такие места пока что есть. Ну, как-то так, пожелал бы я, и увидимся, процветания, конечно же, вам.